Добрый день, добрый вечер. Вы находитесь на канале Татьяна Мин Астрологи и Тарот. И это предсказание, гадание, таро-прогноз для знака зодиака Близнецы на ноябрь 2022 года. У меня в руках колода Таро Нефертари. И сейчас мы посмотрим, что ждет всех тельцов во всех сферах жизни. Ой, простите, что ждет всех близнецов, конечно же, во всех сферах жизни. И я, как обычно, беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Итак, первая карта. Двойка кубков. Ну, по этой карте я могу сделать такое пока предварительное предсказание, потому что сейчас мы будем открывать еще другие карты, что многие близнецы встретят какого-то интересного человека, с которым у вас могут начаться романтические отношения. Причем, скорее всего, это может быть очень быстро. Вы очень быстро поймете, что этот человек похож на вас, что вам с ним легко разговаривать, общаться, что вы оба хотите одного и того же. Насколько серьезен будет этот роман, сейчас мы посмотрим еще другие карты. А если у вас уже есть партнер, то это улучшит ваши взаимоотношения. Может быть, вы по-новому откроете для себя что-то, либо у вас вместе будет какая-то особая идиллия в ноябре. Так, вторая карта. Семерка динариев или семерка пентаклей. Но здесь вы ждете каких-то денежных поступлений. Скорее всего, вы их дождетесь, потому что, особенно в этой колоде, мне кажется, карта очень благоприятная. Она говорит о том, что вы работали, что вы учились чему-то, что вы совершенствовали как-то себя, свои знания, умения. И вот в ноябре вы близки к тому, чтобы получать деньги за свои умения. Также это деньги могут быть от вашего партнера, который тоже как-то может вам либо дарить подарки, либо как-то финансово помогать. Королева кубков. Прекрасная карта в секторе общения. И по этой карте, конечно, можно сказать, что здесь у нас кубки уже были, да, что у вас будет просто прекрасное общение такого интуитивного, очень нежного, приятного, веселого и душевного характера с людьми, с любимыми людьми, которые окружают вас. Для кого-то, особенно если вы мужчина, эта женщина может оказаться издалека, из другой страны. А если вы женщина, не исключено, что вы можете поехать к вашему любимому человеку, либо познакомиться с каким-то мужчиной, который будет жить не здесь. Ну, либо это может быть даже наоборот, в принципе, не обязательно. Это связь за границей или это связь очень такого душевного характера, когда мы встречаем свою родственную душу. Очень приятное общение. Также, конечно, это совместные какие-то занятия йогой, медитация, вот психология, может быть, и, кстати, вот эта женщина, да, или ваша связь, она может быть как-то связана быть с психологическими аспектами, с астрологией в том числе. Может быть, это будет поездка на море или что-то такое. Водная здесь стихия очень хорошо развита. Может быть, это женщина или мужчина, который будет заниматься музыкой, творчеством, и вы познакомитесь совместно, слушая какое-то произведение и так далее, да, то есть у вас будет много музыки вас окружать, музыка, чувства какие-то интуитивные даже, вплоть до того, что вы будете думать друг о друге одновременно в одно и то же время. Шестерка мечей, она говорит о том, что вы на верном пути. Ту стезю, ту дорогу, которую вы выбрали, вы ее уже знаете, и вам нужно, несмотря ни на что, не сходить с цели. Скорее всего, это связано с работой, с какими-то другими делами, вообще с любыми целями, которые вы себе ставите. Здесь карта корабль, который плывет по волнам, и здесь рыбы. Это очень благоприятная карта в этой колоде, поэтому у вас есть какой-то определенный багаж, знаний, которые у вас уже никто не возьмет. И поэтому вам не стоит бояться отплывать от других берегов, да, потому что у вас уже есть то, что только вы знаете, и чем вы можете прекрасно оперировать, да, прекрасно оперировать тем, что у вас есть, как в работе, так и в личной жизни тоже.
Еще одна королева, это королева жезлов. Ну, что здесь я могу сказать? Здесь у нас уже есть, это вообще социальные дома, да, давайте сразу откроем эту карту, я аж прям боюсь. Ага, здесь у нас туз мечей. Итак, по порядку, здесь у нас две королевы-близнецы. Для многих это означает все-таки какой-то выбор. И двойка кубков тоже карта выбора, как ни крути, это может быть. Но вы сделаете свой выбор, конечно, в пользу королевы кубков. Не исключено, что есть такая ситуация у некоторых, да, не у всех, конечно, что у вас есть две женщины, и, может быть, одна из них как-то войдет в вашу жизнь именно в ноябре, с какой-то вы познакомитесь, вы много общаетесь, вас окружают какие-то женщины. Не исключено даже, что если вы женщина, вы можете познакомиться с мужчиной благодаря какой-то женщине в соцсетях, по переписке, через друзей. Это очень актуально. И вы можете оказаться в какой-то ситуации выбора. Я здесь смотрю, что вы также можете почему-то ругать себя за что-то, что вы как будто хотите поставить точку на каком-то вашем жизненном этапе, либо на своей работе, потому что здесь у нас даже жезлы уже выходили. Такое впечатление, что вы хотите, судите себя, может быть, вы думаете, что вам не стоит дальше продолжать вот именно по этой карьерной деятельности идти, и вы почему-то хотите как-то, я не знаю, как-то очень чересчур строго подходите к себе. Но я вам уже сказала, что вы на правильном пути, поэтому я даже не знаю. С другой стороны, если у вас есть четкое желание что-то поменять, это тоже путь, да, для того, чтобы сделать это. У вас как будто бы внутри есть определенные очень строгие установки, которые вы хотите реализовать в жизнь, и такое ощущение, что в ноябре вам это сделать удастся. Главное себя, конечно, не осуждать ни за что, потому что это не приводит к успеху никогда, нужно идти вперед. Так вот, я хочу дополнить еще, потому что здесь и две королевы, и вот эти карты мечи, да, не совсем понятны. Может быть, хотя бы еще одну карту взять, чтобы посмотреть, что здесь может быть. О, посмотрите, это карта маг. Карта маг, конечно, никаких вопросов больше даже задавать не хочется, потому что маг — человек, который сам распоряжается своей судьбой. У него в арсенале все, и мечи, и жезлы, и кубки, и динарии. Соответственно, вы знаете, что у вас на душе, что вам нужно. И об этом, в общем-то, и говорит нам туз мечей. То, что вы думаете про себя, то, что вы давно загадывали, то, что вам снится во сне, я не знаю, или какие-то у вас там подсознательные мотивы есть, это правда. Вам стоит доверять своей интуиции, вам стоит действовать, исходя из этой интуиции. Да, в общем-то, у нас об этом говорит и карта двойка кубков и королева кубков. Это тоже карта интуиции, поэтому вам стоит доверять, и вы знаете, какого партнера вам выбрать, куда вам дальше идти. Как бы складывается все благополучно, как только вы начинаете действительно слушать свою интуицию. Так что вот такой получается у нас расклад. Давайте еще возьмем карту из колоды Moonology. Колода Moonology. Это полная луна в знаке зодиака Скорпион. Ну, можно взять еще одну. Новая луна в Стрельце. Ну что, здесь у нас сектор Скорпиона, сектор Стрельца. Это, конечно, сильные энергии, да, потому что и тут, и другой знак, они не боятся идти вперед, они не боятся говорить то, что они делают, думают. Также и вам здесь такой совет. На вашей стороне удача, на вашей стороне какие-то уже, у вас есть уже какой-то опыт. Вот я вот это чувствую даже по карте шестерка.
я уже об этом говорила, да, у вас есть какая-то внутренняя база, может быть, вы не решаетесь как-то проявить себя. Но вот эти карты советуют вам, что вам не нужно бояться, да плюс здесь еще карта маг, ну как бы все в ваших руках, я не знаю. Может быть, если вы женщина, например, у вас есть какой-то мужчина, который вам поможет как-то, это какой угодно может быть мужчина, у кого-то даже отец, например. А если вы сам мужчина, то вы здесь, у вас очень сильные карты. Вы как бы выбираете свою судьбу, может быть, именно в ноябре как-то это будет очень актуально выглядеть. Здесь у вас даже выбор есть между женщинами. Я вам сказала, что выбирать интуитивно можно женщину вот эту, да, скорее всего, потому что, ну, по крайней мере, в ноябре вы будете чувствовать к ней наиболее какое-то притяжение. Здесь женщина изображена с ребенком, да, в этой колоде Нефертари. Может быть, у кого-то будет именно такая женщина. Может быть, вы боитесь, что вам будет сложно, да, если у женщины есть ребенок, но с другой стороны, вы как будто бы интуитивно чувствуете, что именно она ваша пара, ваша родственная душа, поэтому не бойтесь ничего, у вас есть силы, у вас есть туз, вы можете все, поэтому прекрасный расклад для близнецов. Здесь у нас тоже вышли такие карты. В общем, сила на вашей стороне, дорогие близнецы. Я желаю вам самого замечательного месяца ноября. Вы можете написать в комментариях, что вы принимаете все самое лучшее от этого расклада, что вы услышали сегодня. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!